Как я уже говорил, примерно 100 тысяч лет назад йотуны, обитатели погибшей планеты Фаэтон, переселились на Марс. Там они не нашли всех тех ресурсов, которые требовались для их промышленности. Переселенцам пришлось разворачивать процесс добычи ископаемых на доступных телах Солнечной системы. Под номером 1 в их списке числилась Земля. Сами йотуны хорошо известны землянам. В одном месте их называют йети, в другом – бигфутами, в третьем – реликтовым снежным человеком. Из-за густой шерсти и отсутствия одежды их считают животными, при этом отмечают их появление рядом с местами посадки НЛО. Но никто не может сложить 1 плюс 1 и сделать вывод, что именно они и являются пилотами НЛО. Густая шерсть йотунов объясняется холодными условиями Марса, на котором они живут, а отсутствие одежды густой шерстью и тем, что на Земле им очень жарко. Что касается обезьяны, то у нас с ней родства гораздо больше, чем у йотунов. Если искать им каких-то родственников на Земле, то это скорее медведи. Озаботившись темой добычи полезных ископаемых на Земле, йотуны быстро выяснили следующие аспекты. Первое. Сами йотуны абсолютно не годятся для работы в земных условиях. Им здесь очень жарко, слишком много кислорода и очень высокая гравитация. Второе. Цивилизация Земли находилась в упадке после войны или какого-то катаклизма. Местное население не только не добывало полезных ископаемых, но и было совершенно непригодно для работы с технологическим оборудованием. Третье. На Земле находится колония беженцев Сириуса. Эти существа – homo-амфибии, они живут в океане, как-то взаимодействуют с землянами и обладают неизвестными ресурсами. Четвертое. Колдуны землян, владеющие достаточно примитивными формами магии, тем не менее способны выводить из строя сложнейшую технику йотунов. На Земле существуют многочисленные культы богов, способных активно вмешиваться в дела смертных. Исходя из всего сказанного, йотуны приняли решение о создании гибридной расы. Соединив свои гены с генами аборигенов, йотуны рассчитывали создать жизнеспособную расу, способную захватить планету и начать на ней добычу полезных ископаемых. Захват планеты был необходим для изоляции агрессивных аборигенов и их колдунов, которые при любой возможности нападали на йотунов. Существуют законы, установленные Галактической Федерацией, которые регламентируют отношения между находящимися на разных стадиях технологического развития цивилизациями. Эти законы запрещают одной стороне использовать оружие, которого нет у другой стороны. Йотуны, конечно, могли бы проигнорировать запрет Федерации, положившись на то, что никто ничего не узнает. Однако наличие беженцев Сириуса меняло ситуацию. Во-первых, у них наверняка были средства связи, во-вторых, йотуны не знали, какие именно корабли скрывались в пучинах океана. Вполне могло оказаться, что там хранится боевой корабль, не один. В условиях агрессии йотунов Омо могли нанести удар не только по нападавшим, но и по марсианской колонии, а также вызвать на помощь один из флотов Галактической Федерации. Йотуны действовали в условиях необходимости добычи полезных ископаемых. Проект, созданный ими, сводился к созданию искусственной расы, являющейся гибридом марсиан и землян. Естественно, что создавая искусственную расу, йотуны вложили в ее геном программу, заставляющую воевать с аборигенами. Первая раса Дверги не достигла успеха, была побеждена аборигенами и вынуждена укрылась под землей. Вторая искусственная раса Альвы воевала с аборигенами более 1000 лет и тоже не добилась победы. Естественно, что и они на генетическом уровне были запрограммированы на эту борьбу. Третья искусственная раса, асуры, тоже была запрограммирована, и именно асурам удалось победить лемурийцев и захватить планету. Асуры построили планетарную цивилизацию и обеспечили отправку ресурсов на Марс. Однако со временем они ушли от базовых технологий, предоставленных йотунами, и создали собственные. Через 35-40 тысяч лет между асурами и йотунами вспыхнула война. Эта война погубила цивилизацию и привела к всемирному потопу. Если проанализировать древнейшую военную игру шахматы и другие аналогичные игры, шашки, нарды, го, то везде присутствует конфликт белых, йотуны и искусственные расы, и черных, негроиды, аборигены Земли. Слово «черный» во всех языках имеет негативный смысл, из-за чего сами аборигены, лемурийцы и их потомки предпочитают другие названия. Даже игровое поле имеет разделение на черные и белые клетки, на территорию белых и территорию черных.
Все эти игры моделируют не охоту, не торговлю, не строительство и не производство каких-либо предметов, а войну между двумя сторонами, а именно между расами, цвет кожи белых и черных. То есть у всех искусственных рас существует на генетическом уровне прописанная агрессия против лемурийцев – расизм. Четвертая раса Ваны создавалась для победы над асурами и захвата планеты. Им на генетическом уровне, кроме вражды к лемурийцам, она уже не была актуальной, прописали ненависть к асурам. Ваны были воинами, третья каста, асуры – инженерами, четвертая каста. Отсюда неприязнь ванов к работникам умственного труда. В итоге возник антисемитизм, ненависть к семитским расам как признак, присущий геному ванов. Получив конфликт с созданной ими же расой асуров, йотуны, создавая ванов, решили подстраховаться. На этот раз они создали ген абсолютного подчинения. Этот ген, именуемый в дальнейшем ванским геномом, создал зависимость от особого напитка – сома-деви. Ванский геном присутствовал не у всех семей, входивших в расу ванов. Этим геномом обладали только семьи высших иерархов расы. Сома была искусственно выведенным растением, привезенным с Марса и адаптированным на Земле, где оно могло обитать только высоко в горах, в условиях холода и разреженной атмосферы. Сговоренное колдунами ванов пиво, изготовленное из этого растения, получило название сома-деви. Слово «деви» указывало на девов, духов. Под действием этого напитка вожди ванов, ярлы и канунги входили в священный транс. В этом состоянии сознания вождей ментальное тело входило в канал связи, созданный йотунами. Йотуны передавали вождю приказ, разъяснявший, что именно должен делать он и какие задачи должен решать его военный отряд. То есть с помощью напитка сома-деви йотуны через вождей управляли войсками ванов. Достаточно было управлять вождями этих отрядов, а не каждым солдатом по отдельности. Благодаря внезапности нападения и ударам с воздуха ваны быстро захватили планету. Асуры были повсеместно уничтожены или обращены в рабство. Ванам удалось создать собственную цивилизацию, которая просуществовала десятки тысяч лет. После войны с йотунами и гибели своей цивилизации спасшиеся асуры жили в горных цитаделях, окруженных защитными периметрами, позволяющими отражать атаки варваров. Захватив крепости асуров, ваны, бывшие воинами, а вовсе не строителями, обосновались в них, разместив там свои гарнизоны. Из этих крепостей, построенных инженерами-асурами, ваны контролировали прилегающие территории. С помощью пленных асуров ваны установили контакт с дикарями, населявшими равнины, и наладили экспорт полезных ископаемых на Марс. Полезные ископаемые добывали дверги, обитавшие в подземных тоннелях. Задача варваров состояла в производстве достаточного количества продовольствия, которое обменивалось на руду, добытую двергами. Передав варварским князьям некоторые аграрные технологии, ваны начали контролировать производство продовольствия, а также обмен с двергами и отправку продукции на Марс. Транспортные средства йотунов садились на территориях крепостей, загружались и улетали на заводы, обогащающие руду. Заводы находились на Марсе и спутниках Юпитера. За многие годы эксплуатации крепости асуров неоднократно перестраивались и ремонтировались. Первичные строения состояли из огромных каменных блоков, мегалитов. Асуры создали технологии, позволявшие им производить и перемещать тяжести. Ваны таких технологий не имели, поэтому их строительные работы можно было сразу отличить от первичных построек. Все вторичные постройки, созданные ванами, состояли из гораздо меньших по величине блоков. В течение длительного времени ваны контролировали планету и поставляли марсианам необходимые ресурсы. Однако йотуны допустили стратегическую ошибку. Они решили использовать материальное стимулирование для увеличения поставок ресурсов с Земли. Те наместники, которые поставляли больше ресурсов, получали больше оружия и различных технологических устройств, позволявших расширять возможности тела. Эти устройства помещались в тело с помощью несложных хирургических операций, производимых роботами, и делали обычного человека суперменом. Наместники стремились установить себе и своим людям максимально возможное количество имплантов. В итоге между наместниками возникло соревнование, которое породило личную вражду. Кроме того, варвары периодически устраивали восстания, которые не имели конкретной цели и особого смысла. Туземные князья, хорошо прикормленные наместниками,
справлялись с восстаниями, иногда своими силами, иногда при поддержке войск ваннов. Постепенно в мире стали появляться маги-асуры, переродившиеся вновь после гибели во время вторжения ваннов на землю. Наместники пытались заполучить себе магов-асуров в качестве советников. Маги легко справлялись с восстаниями варваров, а также помогали оптимизировать добычу полезных ископаемых. Вскоре асуры стали советниками наместников и учителями их детей. Это дало асурам возможность влиять на события. Во время вторжения ваннов уцелело несколько баз асуров, защищенных силовыми щитами. Родившиеся заново асуры поддерживали связь с этими центрами, координирующими действия всех асуров. Появилась возможность возродить цивилизацию Земли. Ванны, захватив планету, не создали единой цивилизации. Вместо планетарной цивилизации асуров появились отдельные, враждующие между собой княжества. По замыслам асуров, в случае объединения этих княжеств, ванны могли создать собственную культуру и в итоге самобытную цивилизацию, подобную той, которую создали асуры. Потеряв собственную цивилизацию, они нуждались в определенном уровне развития технологий для продолжения собственного развития. Минусом являлась всеобщая ненависть ваннов к асурам. На уровне наместников эта ненависть подавлялась жадностью и стремлением к получению выгоды от использования асуров. Но на низовом уровне рядовые ванны ненавидели асуров, что заставляло последних искать защиту и покровительство князей, канунгов. Только маги асуров сохраняли свое сознание и поэтому осознавали себя асурами. Те асуры, которые не обладали магическим сознанием, рождались среди ваннов, чувствовали себя ваннами. Однако внешность, похожая на асуров, вызывала подозрения у окружающих. Маги открыто объявляли себя асурами, остальные же всячески открещивались от родства с побежденным народом. Асуры надеялись, что при формировании планетарной цивилизации возникнут общие законы, и они смогут жить открыто под защитой общего закона, не опасаясь погромов. Кроме того, асуры рассчитывали возродить свои технологии и увеличить число магов. Основная их стратегия состояла в том, чтобы примирить враждующих князей и сформировать единое государство. Йотуны же поощряли вражду наместников, опасаясь создания единой цивилизации ваннов. Асуры внушили князьям идею заключения военных союзов. В результате возникли два мощных военных союза, ныне известные как Пандавы и Куравы. Возникшая между ними война уничтожила цивилизацию ваннов. Применение высокотехнологического оружия чуть было не уничтожило всю планету. В последний момент наемники из дивизии Вальхалла, дети знатных ванских вождей, прошедшие специальный отбор и обучение, высадившись на землю, нейтрализовали кварковую бомбу, приведенную в действие проигравшей страной. Правда ли, что на Марс когда-то была жизнь? Скажем так, еще недавно она там была. Когда погиб Фаэтон, главная база Йоту в Солнечной системе, им удалось задействовать космический паром, известный ныне как Фобос, искусственный спутник Фаэтона, и перекинуть на Марс большую часть населения. С этого момента можно говорить о появлении жизни на Марсе. Находясь недалеко от Марса и Земли, Йоту заранее изучили эти планеты. На момент переселения Йоту с Фаэтона на Марс там не существовало высших разумных форм жизни, но присутствовали развалины сооружений, созданных некой высшей суперцивилизацией, давно покинувшей Солнечную систему, странники у братьев Стругацких. Сами Йоту называют их шептунами, так как в их сооружениях около артефактов возникает эффект шепота в голове. Шепот представляет собой некое ментальное излучение, присущее всем изделиям этой древней цивилизации. В недрах древних сооружений Марса Йоту обнаружили систему управления, позволявшую включать защиту Солнечной системы от внешнего проникновения. Это произошло еще до гибели Фаэтона. Включив устройство, Йоту обезопасили себя по периметру от атак сородичей, связанных с Империей. В Солнечной системе укрылись повстанцы. Однако сторонники Империи применили хитрый маневр, принявшись штурмовать крупными силами границы периметра, в то время как один корабль, субмарина, поднырнул через границу в гиперпространстве и ударил по Фаэтону. Прорвавшийся корабль уничтожили, но стабильность Фаэтона была нарушена, и до его гибели оставались часы. Как было сказано выше, большая часть повстанцев успела эвакуироваться на Марс, прихватив с собой необходимое оборудование.
Земля никогда не рассматривалась Йоту как место возможного переселения. На Земле для них слишком высокая гравитация, слишком жарко и много кислорода. Плюс существует подводная колония беглецов Сириуса и орбитального спутника Вероницев, флот, который находился недалеко от Солнечной системы. Короче говоря, перемещаться на Землю, если есть Марс, для Йоту не имело никакого смысла. На момент переселения Йоту на Марсе не было высшей разумной жизни, но некоторые формы жизни все-таки обитали, в их числе довольно крупные насекомые, схожие с земными термитами. Их колонии обладали сильным коллективным разумом, и Йоту использовали эти существа для создания слуг биороботов. После начала колонизации Земли и создания искусственных рас людей на Марсе стали появляться их представители. Во время войны с асурами по Марсу был нанесен мощный удар магами Атлантиды. В результате почти вся популяция Йоту была парализована, а жизнь на Марсе была, если не уничтожена, то замерла на некоторое время. Однако обитатели Марса пришли в себя и восстановили свою колонию. Впоследствии, после захвата Земли ваннами, некоторое количество землян постоянно присутствовало на Марсе. Постепенно Йоту пришли к идее добычи полезных ископаемых с помощью огромных перерабатывающих комплексов, погружающихся на дно морей и океанов, где и производилась добыча. Эти корабли управлялись серыми пилотами, не имеющими пола и не представляющими собой отдельную расу. Каждый такой пилот создавался с помощью биотехнологий и был не более чем биороботом. Современная человеческая цивилизация развивается самостоятельно. Последней попыткой Йоту сотрудничать с землянами была передача некоторых технологий ученым Третьего Рейха. Однако эта попытка была заблокирована агентами Галактической Федерации, и более Йоту в земные дела активно не вмешивались. Это правда, что Фобос не просто спутник, а станция? Было несколько попыток исследовать спутник Марса, Фобос, с помощью искусственных исследовательских зондов. Все эти попытки завершились неудачей. Этот объект можно описать как большую орбитальную станцию, построенную Йоту в период их проживания на Марсе. Возможно, Фобос изначально использовался для текущего ремонта кораблей и как склад различных материалов, необходимых производственным системам Марса. В наши сегодняшние времена я обратил внимание на Фобос после исчезновения нескольких зондов, направленных к нему. Ранее этим объектом я особенно не интересовался. Мне было известно, что это паром, на котором Йоту переправляли большое количество повстанцев, своих граждан, с гибнущего Фаэтона на Марс. По сути, Фаэтон представляет собой многослойную оболочку, насыщенную аппаратурой, разделенную на отсеки, имеющую то ли частично демонтированную, то ли вовсе не отремонтированную двигательную систему. Но ее энергоустановка находится в рабочем состоянии. При обследовании Фаэтона магами из нашей группы мы обнаружили в отсеках несколько трупов в скафандрах, более соответствующих по размерам высоким людям, чем великанам Йоту. То, что тела просто бросили – большая загадка. Возможно, это следы каких-то боев времен конфликта ванов с асурами или более поздней войны ванов между собой. А может быть, это последствия какой-то неудачной телепортации землян с других искусственных станций приземелья или даже непосредственно с Земли. Работающего портала мы на Фобосе не нашли, зато в одном из залов обнаружили большой стол, на котором лежал в разобранном виде космический аппарат явно земного происхождения. Возможно, один из зондов, направленных к Фобосу. В целом, станция скорее производила впечатление заброшенной, чем активно эксплуатируемой. В оболочке нашли несколько крупных пробоин, вызванных, по-видимому, попаданием метеоритов. Внутри много пыли и какого-то мусора. Все напоминает состояние ремонта в старой квартире, когда пол завален кусками штукатурки и залит побелкой. Вместе с тем, несколько внутренних помещений явно прибраны, и там есть что-то напоминающее земные компьютеры очень старой конструкции. Большие металлические шкафы, внутри которых мигают цветные огоньки. По нашему общему мнению, это какие-то защитные и следящие системы, охраняющие станцию от чужого проникновения. Возможно, не только следящие системы, но и какой-то вид лучевого оружия. Кроме этой работающей системы и нескольких трупов в скафандрах непонятной древности, ничего интересного мы на станции не обнаружили. Кто такие ваны и почему они были так ценны? Йоту, создав ванов, явно порадовались этому изобретению.
и решили оставить некоторое количество ванов себе. Вялотекущая война повстанцев с империей свелась к тому времени к мелким диверсиям на торговых путях, более направленных на получение каких-то новых технологий и образцов техники, чем на причинение реального вреда империи. С другой стороны, и империя Йоту перестала предпринимать рейды в Солнечную систему. Возможно, их останавливал защитный периметр, возведенный в незапамятные времена шептунами. А может быть, они опасались злить веронийцев, явно обозначивших, что Солнечная система входит в зону их интересов. Оценив боевые качества ванов, проявленные ими во время захвата Земли, они создали специализированное воинское подразделение, которое можно описать в современных терминах как десантно-диверсионную дивизию. Это соединение получило название «Вальхалла», что-то связанное с особой избранностью ее бойцов, проходящих тщательный отбор. Один раз мне попалась статья, в которой пересказывалась история пленного немецкого офицера, вернувшегося, по-видимому, после службы в этом подразделении, и узнавшего в русском офицере с другой стороны линии фронта своего сослуживца по «Звездным войнам». При этом время на Земле, период Второй мировой войны, шло, видимо, совсем не так, как в глубоком космосе, где Вальхалла вела военные действия. Интересно, что немецкого офицера, рассказавшего своему командованию о космической Одиссее, передали для лечения лучшим психиатрам, представив специальную охрану. А судьба русского офицера, замеченного в общении через линию фронта с этим немцем, в статье не описывалась. Возможно, и в наше время кто-то из военных исчезает на время, чтобы поучаствовать в космических сражениях. В другой статье описывалась находка в горах. Альпинисты обнаружили контейнер с запиской, в которой бывший военный летчик сообщал землянам, что его завербовали инопланетяне в качестве пилота космического аппарата, перевозящего воздух с Земли на некий склад, находящийся в окрестностях Сатурна. Летчик писал о большом количестве завербованных инопланетянами пилотов. Наши наблюдения в ближнем космосе показали присутствие людей на древних базах Луны и в некоторых марсианских городах. Возможно, эффект Рипа ван Винкля, исчезнувшего на Земле на несколько столетий и вернувшегося с ощущением, что он никуда не исчезал вовсе, связан как раз с подобной службой на Йоту в подразделениях Вальхаллы. В фильме «Люди в черном» демонстрируется приборчик для стирания памяти о неких конкретных событиях. Не исключено, что у этого прибора есть реальный прототип. В статьях о Монтаукском проекте, размещенных в интернете, мне попалось упоминание о параллельном времени. Один и тот же человек одновременно работал в легальной фирме техником или менеджером, не помню точных деталей, и в то же самое время возглавлял целый отдел в особо секретной конторе, изучающий возможность телепортации. Встречал упоминание о человеке, которого американцы изучали в лаборатории ЦРУ или ФБР в связи с его покушением на Папу Римского. Этот субъект представлял собой мультиличность. У него несколько сознаний обитали в одном теле и жили параллельно друг другу. При этом смена доминирующей личности происходила по команде, пришедшей извне. Просто по телефону. Кто-то из известных ученых, говоря о возможности существования параллельных вселенных, сказал: возможно, между двумя дискретными мгновениями существования нашего мира существуют другие вселенные, о которых мы ничего не знаем.